Что такое влюбленность? Влюбленность – сильное, положительно окрашенное чувство, направленное на другого человека. По мнению психологов, влюбленность сопровождается сужением сознания, а следствием чего может быть искаженная оценка объекта влюбленности. Люди празднуют День влюбленных. Ну, скажите честно, кто из нас не влюблялся? Да, и ты тоже влюблялся или влюблялась. Вот какой вывод я записал, когда был в состоянии влюбленности. Влюбленность захватывает все твои мысли и парализует тебя. Тебе хочется проводить больше времени с той, особенной для тебя. Но это только больше пленяет тебя и сковывает мышление. Ты не можешь учиться, служить Богу с такими мыслями. Вместо мира в сердце постоянное переживание и бесконечные мысли, а еще одной встречи с ней. Это сильные эмоции. И в Библии сказано, чтобы мы не будили любовь, пока не пришло время. Но что делать, если ты влюбился, и ты понимаешь, что сейчас точно не время, Тем более, что миловидность обманчива и красота суетна. Давайте сегодня поговорим об этом. Первое. Не развивай романтические мысли. Вся битва идет в разуме. Будь, например, внимателен к тому, какую музыку ты слушаешь. Например, вот такая. Кто тебя создал такую? Я гляжу, и взор ликует. Ты как будто вся из сказки. Она может навевать какие-то романтические мысли. Тогда возникает проблема. Поэтому лучше займись каким-то полезным делом и проверь свои мысли по Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Второе. Не ищи встречи с ним или с ней. Не преследуй ее или его в школе или где бы то ни было. Как бы тебе этого не хотелось. И, например, если ты встретил этого человека лишний раз на улице или где-нибудь в школе, это не значит, что это судьба и все, это Господь так приготовил. Нет, далеко не обязательно так. Будьте внимательны. Стратегия, чтобы победить чувство влюбленности номер 3. Избегай касаний. В 1 Коринфянам 7 главе не случайно говорится о том, что хорошо человеку, то есть мужчине, не касаться женщине, чтобы не разжигаться, чтобы не появлялись сексуальные влечения различные. Хорошо не касаться. То есть тебе никогда не нужно касаться девочек, если ты мальчик. И девочки никогда не должны прикасаться к мальчикам. Никогда. Только попробуйте коснуться. Это нельзя. Please, no! 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 Ни в коем случае не касайтесь. В маршрутке будьте внимательны. Маршрутки и на диванах. Никогда не касайтесь их. Избегайте касаний. Но на самом деле здесь имеется в виду не касаться с сексуальным намерением женщины. То есть можно коснуться, поздороваться, дай 5, да? Но можно коснуться так, что женщина поймет какой-то сексуальный намек. Да и вообще лишние касания нежелательны. Стратегия номер 4. Ни на что не намекай. Не давай повода. Не делай излишние комплименты. Не общайся с этим человеком о будущем, о планах, о мечтах. Избегай двусмысленных фраз или намеков. Ну, например, ты для меня больше, чем друг. Ну и, наверное, отдельной главой сюда вписывается тема социальных сетей. Будьте внимательны, чтобы не перелайкать страницу того человека. Этим тоже можно очень ясно намекнуть человеку о своем особом отношении к нему. И, наконец, 5-я стратегия для того, чтобы победить эмоции влюбленности. Это молитва. Молитесь вы и просите близких вам людей молиться о вас. Это могут быть ваши родители или ваши лучшие друзья, которым вы доверяете. В Библии много говорится о силе молитвы в разных обстоятельствах. Например, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться.
много может усиленная молитва праведного. Молитесь за то, чтобы Господь избавил вас от этих эмоций и помог вам сконцентрироваться на действительно важных вещах в вашей жизни, помог вам продолжить жить, не думая о том, о чем вам сейчас думать пока рано. Ну а чтобы понять, когда все-таки пришло время, чтобы влюбиться и выйти замуж или жениться, рекомендую вам пройти курс по индуктивному изучению Библии «Однажды я вступлю в брак» на румынском «Интрози моего касатыры» есть на русском, румынском и английском. И вы узнаете это, и вы также узнаете все, что вам нужно до того, как вступить в брак. И помните, не будите любовь, пока не пришло время. Подпишись на канал. Надо подписаться на канал Молдова Криштина ТВ. Ух, пойду подпишусь. Говорите уже, подписывайтесь на канал, шер и фоллоу нажимай. Что нажимай? На, все нажимай, все, и плей, все.